В уютном, утопающем в зелени поселке Лесной, где каждый новый день был словно маленьким праздником, жил человек по имени Алексей вместе со своей женой Мариной и 2 детьми, Антошкой и Ксенией. Их дом, окруженный цветами и зеленью, напоминал райский уголок, где царили мир и гармония. Антошка и Ксения с удовольствием гоняли мяч по саду, устраивали пикники среди густой травы или затаивались в тихом уголке, наблюдая за жуками и бабочками, забавно кружившими в воздухе. Определенное волшебство окружало этот приют любви и радости, и даже животные чувствовали его. Поэтому нет ничего удивительного в том, что однажды ранним утром, когда легкий туман еще окутывал деревья, откуда-то из ниоткуда во двор к Викторовым пришел гость. Крупный бездомный пес с потертой рыжей шерстью и глазами, в которых плескалась бесконечная грусть. Он выглядел таким одиноким и потерянным, его взгляд словно просил о помощи. Антошка, увидев его, встрепенулся и с волнением закричал в сторону дома: «Мама, папа, давайте оставим его. Он такой несчастный». Марина, всегда такая мягкая и жизнерадостная, с улыбкой нежно приобняла сына за плечи и сказала: «Милый, возможно, мы не сможем оставить его навсегда, но пока мы можем окружить его заботой. Как думаешь, какое имя ему подойдет?» После недолгих раздумий Ксения предложила имя. «Рыжик? Он ведь такой рыжий». Так началась новая глава в жизни этого одинокого пса. Викторовы решили позаботиться о нем. Марина, не колеблясь, достала одну из старых мисок, наполненную теплой кашей, и осторожно поставила перед гостем. Пес, все еще испытывая недоверие, осторожно приблизился к еде. Но как только он ощутил запах свежеприготовленного блюда, его голод переборол страх. Он жадно набросился на пищу, а Викторовы только наблюдали за ним, понимая всю тяжесть его сражений за выживание. Первые дни Рыжик держался настороженно. Казалось, что он готов в любую секунду скрыться в густом лесу при первом признаке опасности. Но в этом доме, наполненном смехом детей и заботливостью родителей, он постепенно обретал безопасность и доверие. Алексей выделил во дворе место для укрытия и поставил миску с водой для собаки. Постепенно Рыжик все дольше оставался у дома, прибывая каждый раз на запах еды или зов детей. Со временем Рыжик все больше начал доверять Викторовым. Дети каждый день вспоминали его имя, зовя пса поиграть с ними на свежем воздухе. Улыбка на лицах детей и светящийся взгляд этой умной собаки делали каждый день радостным и согревали всех. Дни тянулись, и Викторовы стали все больше замечать, что Рыжик совсем прижился у них. Когда настало время весны, когда первые лучи солнца пробивали снежные оковы, а в воздухе витала особенная энергия обновления, Викторовы обнаружили, что Рыжик исчез. Сердца их сжались от тревоги, потому что пес уже стал частью их жизни. Все старались успокоить друг друга, но где-то внутри у каждого было ощущение потери. Это время неопределенности и беспокойства продлилось несколько недель. Жители деревни замечали других бездомных собак у границы леса и рассказывали об этом, что еще больше усиливало страхи Викторовых. Но однажды, ранним туманным утром, Рыжик вернулся домой. Он выглядел изможденным. Его шерсть была оскалена грязью и клещами, а на боку зияла глубокая рана. Увидев Рыжика в таком состоянии, Викторовы забеспокоились. Они, не задумываясь, решили помочь бедному животному. Алексей, обладая навыками широких познаний, быстро нашел все необходимое для первичной помощи. Он сделал импровизированную перевязку, тогда как Марина, вспомнив свои навыки первой помощи, тщательно обработала рану антисептиком и сняла клещей. Вновь обретенное доверие между семейством и Рыжиком позволило провести все лечебные процедуры. Рыжик остался смиренным и, казалось, понимал, что здесь он снова в надежных руках. Марина, заботясь о нем как о собственном ребенке, каждый день давала необходимые лекарства и варила питательные бульоны, чтобы бедный пес
быстрее восстанавливал силы. Проходили дни, и Рыжик постепенно набирал вес, становился энергичнее. Он встретил весну с вилянием хвоста и громкими радостными лаями. Алексей, Марина и дети видели, как каждый его день становился светлее, а желание жить и радовать окружающих возвращалось в эти добрые глаза. Когда Рыжик полностью выздоровел и вновь почувствовал в себе силу, он стал отправляться в свои небольшие путешествия, но теперь обязательно возвращался. Викторовы встречали его как родного, и каждый раз он приносил с собой что-то в знак благодарности, стащенную мышь или молодого кролика. Для него это была символическая плата за их добро и заботу. Рядом с Викторовыми проживала одинокая пожилая женщина, Валентина Васильевна. Ее жизнь оставила на ней отпечаток одиночества, утратив запах молодости и энергии. Жила она в старом доме, полном воспоминаний о прошлом. Рядом с ней всегда был Рыжик, который находил время заглядывать к ней в гости. Он получал в награду за свои визиты кусочек хлеба или старую косточку. Валентина Васильевна рассказывала о старых временах и мечтала о молодой жизни, когда ее супруг был рядом, и дом наполнен детским смехом, но теперь ее светлой компанией стал Рыжик. Этот бродячий пес, казалось, приносил утешение своему близкому кругу. Он не терпел одиночества и дарил частичку тепла, оставляя свою шерсть на ее старинных диванах. Валентина Васильевна рассказывала Викторовым забавные случаи, как Рыжик носился вокруг дома, играясь с листьями или гоняясь за птицами, и они слушали ее с улыбкой и пониманием, как маленькая ее постоянная собеседница своим присутствием напоминала о счастье. Лето приносило с собой волны тепла, иногда тяжелого и влажного, когда солнце, словно запутавшись в просторах мира, замедляло свои движения, целуя небесные просторы алыми лучами. В такие вечера предпочитали оставаться во дворе Алексей и Марина, наблюдая, как их дети устраивали возню на свежем воздухе. То, что они заметили, как Рыжик поддерживает энергичность игры, бегая вокруг с неугасаемым огоньком, пишущим его имя на траве, еще больше укрепляло их убежденность в верности и преданности этого необычного гостя. Но в один из таких вечеров к ним подошел сосредоточенный сосед, Иван Андреевич. Его волнение касалось слухов о странных мужчинах, обитающих неподалеку в лесу, которых можно было бы ошибочно перепутать с браконьерами. Фонари и разговоры, свивающиеся в шепоте древесины, создавали атмосферу тревожного ожидания. Рыжик, никогда не теряющий бдительности, почувствовал, как что-то не так, и, реагируя на это, начал вести себя более осторожно. Каждый его шаг был направлен к изучению периметра, как стража, в чью обязанность входит защита семьи. Однажды ночью, возвращаясь в темной тишине, Рыжик начал шуметь у дверей, будучи одновременно и защитником, и стражем спокойствия. Викторовы, обеспокоенные неожиданным поведением, выглянули на улицу. Сквозь завесу ночи они могли разглядеть слабый свет фонариков у кромки леса и отдаленные звуки, словно отгремел заговор, пока мир спал в своих постелях. Алексей, человек ответственного характера, никогда не оставлял дела неразрешенными. Он быстро накинул куртку, позвал с собой Рыжика и отправился в лес, невидимый от окружения, но достаточно близкий, чтобы ощущать его присутствие. Рыжик шел впереди, своим напряжением определяя дорогу и внимательно обнюхивая каждый след. В это время Марина оставалась дома с детьми, мысленно молясь о безопасности мужа и их защитника-собаки. Она знала, что эту ночь они переживут вместе, как одна большая крепкая команда, даже если каждый находился в разных точках дома. Спустя полчаса Алексей вернулся. В его глазах сверкала эта загадочная решимость рассказчика приключений. Он объяснил Марине, что встретил других соседей, собравшихся по тому же поводу. Все вместе они выбрали безопасное расстояние и осуществили разведку, надеясь убедиться, что угрозы нет. Убедившись, что нахождением посторонних ничто не угрожает, они вернулись, но Рыжик, словно следующая ночь могла пронести за собой нечто иное, продолжал настороженно следить за окружением. Когда наступила осень и поселок окутали теплые, золотистые и все же слегка тоскливые краски листвы,
Рыжик снова исчез. Викторовы были встревожены. Их внимание и привычка видеть его каждое утро переросли в страх, что эта новая пропажа может означать что-то более страшное. С каждым днем они ждала его возвращения, однако дни становились все короче, а ночь завуалировала горизонты холодной тишиной. Прошло несколько недель без новостей. Дети с грустью говорили о прогулках с Рыжиком, сталкиваясь с его отсутствием здесь и сейчас. Все эти истории ожили в их воображении, где он выступал в роли отважного рыцаря на поисках приключений, держащего в своих лапах любовь. И вот однажды утром, как будто ответ на молитвы, Рыжик вернулся. Но, прибыв, он не был один. К его лапам прижималось несколько маленьких комков шерсти, щенки, семенившие рядом со своей матерью. Обессилевшая, но гордая Рыжик гордо представила своих малышей, ведя их в дом, который теперь стал ее домом. Кажется, эта встреча между захватывающим путешествием и возвращением в умиротворение была запланирована судьбой, и Викторовы не могли поверить своему счастью. Щенки тоже нуждались в любви и заботе, как когда-то Рыжик, и теперь, наконец, каждый из них обрел свою семью. Марина и Алексей решили оставить одного из щенков себе, назвав его Шустрик, за его забавный нрав и неугомонную энергию, способную освежить самое скучное утро. Остальных щенков быстро разобрали соседи, жаждавшие иметь такого необычного друга. История Рыжика стала настоящим примером для всей округа. Этот миг смешения любви, доброты и новой жизни восхитил всех, кто ее видел. Истинная привязанность, рождающаяся как наблюдение, переросла в дружбу, которая способна преодолеть все испытания, человеческие и собачьи. Рыжик, как истинный страж, окруживший семью заботой, теперь стал не только любимчиком семьи Викторовых, но и всей деревни.